Приветствую всех на канале Пчеловодство и природа. Сегодняшнее видео о выкачке меда из украинских рамок. Конечно, мед надо было выкачать немножко раньше, но у меня не получалось. Так сложились обстоятельства, поэтому приходится качать чуть позже, чем я обычно это делаю. Сейчас уже наступил безвзяточный период, поэтому это надо делать очень быстро и, конечно, максимально прикрывать, чтобы не спровоцировать напад. Поменьше запаха меда и так далее. Литочки в это время уже надо максимально сокращать. Я вот посокращал вот тут на 2-3 пчелки во всех ульях. Тут вот видно, пчелки уже избавляются от трутней. То есть готовятся уже к зиме. Они потихоньку они уже готовятся к зиме. Вот они этих парней выбросили уже за ненадобностью. Вот таким вот образом. Сейчас будем отбирать рамочки и покажем выкачку меда. Я, наверное, закрою лицо на всякий случай, потому что мы их сейчас немножко будем тут ворушить. А им это, конечно, не понравится. Они себе тут на зиму запасли мед, а мы его, какое-то количество мы им, конечно, оставим. Вот, но какое-то количество надо будет отобрать, потому что он для них это много меда будет. Вот они висят сбоку, потому что некуда им летать за медом. Вот такие медовые рамочки получаются. Видно? Полностью запечатанные. Так, с этой стороны не допечатано немножко, но все равно. Вот какая красивая рамочка. Печатка светлая, сухая. Это у меня карника, помесь карники. Вот они, конечно, облетались на местном трутне, уже не такие добрые. Вот, как были. Так, раз. Вот такая рамочка. Два. Влажной, чтобы не так запах меда они чувствовали. Так, тут что? Тут то же самое, немножко недопечатан мед, но все равно. Так, тут что тоже. Часть меда не запечатана, но они уже нектар давно не носят, поэтому этот мед, он уже дозревший. Вот, поэтому то, что не запечатано, ничего страшного. Это если бы раньше, когда они только носили нектар, тогда
Это он может быть недозрелый. А сейчас он уже дозрелый. Все, идем. Тяжелый, конечно, достаточно тяжелый. Интересно будет взвесить одну рамочку, сколько приблизительно там меда. Сейчас попробуем взвесить одну рамочку ради интереса, сколько там меда. И потом пустую рамочку выкачаем мед. Сколько разница, сколько помещается в одной рамочке меда. Вот ради интереса. Так, 0. Четыре 630. Так, ну что, приступаем. Значит, я для выкачки меда использую вот такую раковину из нержавейки. И там внизу у меня, сейчас я покажу. Там внизу можно просто туда, чтобы сливался мед. Но я сделал вот такую сеточку и поставил там кастрюлю, чтобы сразу фильтровывать. Вот. Нож я использую вот такой вот. Купил по случаю на выставке в институте пчеловодства. Это из черного металла. Хорошая работа, хорошо сделана. И не надо его не греть, очень удобный. Ну, для меня нормальный нож. Конечно, поверхность неровная. Пчелки не очень ровно печаточку делают, поэтому тут за раз не срежешь. Приходится несколько раз и потом еще подрезать в некоторых местах. Так, и здесь теперь пройдем. Так, и эту сторону. Так, вот были вопросы, как качать мед из украинских
рамок. Мне задавали мои подписчики вопрос такой. Так вот, я показываю, что в медогонку украинская рамочка, так как стоит в улье, так и ставится в медогонку. Размеры ее одинаковые, такие же, как и додановская рамка. Единственное, додановская рамка ставится поперек, а украинская рамка так и ставится. Итак, для выкачки меда я использую 4-рамочную медогонку из нержавейки. Кассеты у него поворотные, что очень удобно. Кассеты поворотные. Значит, она была ручная, я дополнительно приобрел электропривод, установил уже сам. Электропривод, конечно, по сравнению с ручной, это небо и земля. Всем рекомендую. Ну, электроприводы есть разные, у меня вот такой. Ну и аккумулятор, от аккумулятора питания. Ну и так, значит, там были вопросы, как наклон ячеек вверх влияет на выкачку меда в украинской рамке. Он никак не влияет. Наклон сот очень небольшой, поэтому как бы и вращение что в ту сторону тут безразлично. Поэтому вот включаем и начинаем качать. Конечно, главное, чтобы было более-менее сбалансировано, чтобы все рамки приблизительно одинаковые по весу были. Если чуть-чуть вес разный, значит, ну, начинается чуть-чуть дисбаланс. Вот так крутнули одну сторону и буквально достаточно. Чуть-чуть, чтобы соты не вело, ну и дисбаланс не такой. Ну и тут вот поворачивающиеся кассеты, конечно, очень удобно. Это не доставать каждую рамочку, вот развернул и все, можем в любую сторону дальше включать. Можем добавить обороты. Вот, крутнули вторую сторону. Сейчас опять первую сторону уже на максимальных оборотах. И теперь прокрутим вторую сторону тоже на максимальных оборотах. Ну, достаточно. Надо что-то и пчелкам оставлять, чтобы они потом там почистили, перенесли себе туда в гнездо. Сейчас мы попробуем найти ту рамочку и взвесить ее. Какая же она тут была у нас рамочка? Вот это. $740. Там было 6,680, ну 6,700. Считаем 740 рамка, ну где-то около 4 килограмм. Чуть-чуть меньше 4 килограмм получается меда. Ну, это как бы может быть ближе к максимуму. А так, конечно, может быть в среднем 3
3,5 килограмма получается. Ну вот и все. Кушайте такой полезный, вкусный продукт, как мед. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!